Казахстан занимает 9-е место в мире по площади. Такое пространство невозможно охватить одним взглядом или описать одним климатом. Здесь на тысячи километров тянутся степи, поднимаются горные хребты, сменяются пустыни и появляются водоемы, вокруг которых концентрируется жизнь. Эти условия сформировали животных, для которых выживание стало частью ежедневного существования. Наше путешествие начинается там, где человеческое присутствие минимально. В горах, где воздух разрежен, ландшафт меняется быстрее, чем погода. Здесь выживают лишь те, кто полностью слился с окружающей средой. Таинственный призрак гор, снежный барс или ирбис, обитатель самых высоких вершин. Он встречается в западном и северном Тянь-Шане, Джунгарском Алатау, Алтае и горном хребте Саур-Тарбагатай. Как вершина пищевой цепи высокогорий, этот крупный хищник требует больших охранных территорий. Международный союз охраны природы относит ирбиса к категории уязвимый, а в Красной книге Казахстана он числится как редкий вид. Государство ведет целенаправленную работу по сохранению вида. Созданы особо охраняемые природные территории общей площадью примерно 3,6 миллионов гектар, защищающие около 70% мест обитания барсов. Благодаря этим мерам численность ирбисов в Казахстане медленно растет. По оценкам, ныне здесь живет около 180-190 особей. Ежегодно прибавляется по 5-6 зверей. Особенности поведения снежного барса примечательны. При встречах с человеком этот лев высот почти никогда не проявляет ни агрессии, ни страха. За всю историю наблюдений не зафиксирован ни один случай нападения снежного барса на людей. Тем не менее, из-за изменения климата и хозяйственной деятельности его ареал сокращается. Ирбис стал лакмусом горной экосистемы. Пока он держится, можно говорить о благополучии природы. Но он нуждается в наших мерах защиты. Его вымирание грозит нарушить хрупкий баланс высокогорных ландшафтов. Горные экосистемы редко бывают однородными. Рядом с хищниками здесь существуют виды, для которых важнее не скрытность, а способность удерживаться на высоте. Эти животные постоянно находятся в движении, приспосабливаясь к рельефу и погоде. Царь высокогорий – архар, самая крупная в мире дикая овца. Размах его рогов достигает пары метров, а вес – несколько сотен килограммов. В Казахстане живет несколько подвидов архара, расселенных по различным горам. Основные группы обитают в Алтае и в горах Каратау и Тянь-Шане. Эти величественные бараны пасутся в лугах и скалистых ущельях, где питаются травами и кустарниками. Архар имеют статус по классификации IUCN близкий к уязвимому из-за охоты и утраты мест обитания. Архар был внесен в Красную книгу Казахстана еще в 1978 году. Тем не менее, популяция архара в Казахстане стабильно увеличивается. По последним данным Минэкологии РК с 2005 по 2025 годы численность архаров выросла примерно с 9 тысяч до более 20 тысяч голов. Это позволяет говорить о том, что ареалы достаточно охраняются, несколько национальных парков и заказников. Интересно, что архаров разделяют по полувозрастному составу. Самцы с громадными рогами сцепляются ими в брачные столкновения, а самки пасутся семейными группами. В местах обитания архары избегают людских сел и активно используют пещеры или остатки нор для укрытия. Архар – символ выносливости гор.
С каждым годом все больше охотников превращаются в защитников Архара, понимая, что без него меловые плато и альпийские травы превратятся в пустыню. Горный царь продолжает править высокогорьем, но всегда остается уязвим перед человеком. Наши совместные усилия важны для того, чтобы Великий Баран не исчез из облика родных гор. С понижением высоты горные склоны постепенно сменяются более сглаженным рельефом. Скалы переходят в каменистые равнины и сухие плато. В этих местах укрытий меньше, а опасность становится менее предсказуемой. Здесь выживание зависит от осторожности и терпения. Пушистый призрак степей Манул. Загадочный степной хищник размером с домашнего кота, но с характерной приплюснутой мордой и невероятно пустым мехом. Он живет в лесостепях, горах и полупустынях Казахстана, преимущественно на западном Прикаспии, Мангышлак, Устюрте и юго-восточных степях. Манул ведет скрытый образ жизни, сидит в норах или зарослях, высматривает добычу из-под низких камней. Хвост у него короткий, ступни опушены шерстью, что позволяет бесшумно перемещаться по скалистому грунту. По международной классификации манул пока не слишком редок, а IUCN присвоил ему статус, вызывающий наименьшее опасения. Однако в Казахстане эти коты на грани исчезновения. В Красной книге РК манул отмечен как редкий вид, а актуальные оценки численности дают лишь отдельные десятки зверей. Основные угрозы – браконьерство и распад кормовых цепочек. Борьба с грызунами сокращает пищевую базу для манулов. Манулы охотятся на сурков, песчанок и других мелких грызунов, а сами нередко становятся жертвами орлов и волков. Несмотря на причудливую внешность, манул – бесстрашный охотник степей. За его сохранностью следят специалисты, устанавливая фотоловушки и скрытые камеры. Как настоящий призрак, манул редко показывает себя людям, но именно это обстоятельство подчеркивает хрупкость оставшихся популяций. За горными районами начинается другое пространство. Оно кажется пустым, но именно здесь скрывается одна из самых сложных экосистем страны. Степь не дает укрытий и не прощает ошибок. Манул выживает благодаря неподвижности и укрытиям. Он ждет и экономит энергию. Но существует и другой путь выживания. Это путь постоянного движения и открытого пространства. Его выбирает сайгак. Живое золото степей – сайгак. Необычная антилопа с характерным удлиненным носом. Она населяет бескрайние степи и полупустыни Казахстана, где обитает почти вся мировая популяция этого вида. Благодаря эффективной охране и восстановлению пастбищ сайгаки пережили катастрофические потери середины 2010-х годов и к 2023 году стабилизировали численность. В Национальную Красную книгу РК сайгак не занесен, но находится под строгой охраной государства. Весной 2023 года в Казахстане учетная популяция сайгака оценивалась примерно в 2 миллиона голов. Благодаря дальнейшему естественному приросту к осени 2025 года численность достигла около 5 миллионов голов, примерно 99% мировой популяции. Сайгак – перелетный житель. Каждую зиму он мигрирует на юг Казахстана и соседние страны в поисках корма. В теплое время года стада собираются в степной Африке, на просторных пастбищах и солончаковых лугах. Сайгаки питаются травами и полынями степей. Их необычный носовой аппарат согревает и очищает вдыхаемый воздух. Однако браконьерство и изменение ландшафтов по-прежнему представляют угрозу.
Казахстане необходим строгий контроль за миграциями сайгаков, чтобы это живое золото степей продолжало жить среди нас. Степь кажется миром земли и горизонта, но часть ее жизни проходит выше в воздухе. Там, где поверхность не дает защиты и высота становится преимуществом. Полет позволяет видеть больше и уходить дальше. Король степей – дрофа или дудак – одно из самых тяжелых летающих птиц Земли. Размах ее крыльев достигает 2,2-2,4 метра, а вес старого самца до 15-16 килограмм. Когда-то дрофа была частным обитателем степей Казахстана и России, но в 20 веке ее численность рухнула из-за освоения земель и нелегальной охоты. Лишь к началу 21 века этот вид оказался на грани исчезновения. На сегодня дрофа в Казахстане гнездится лишь единичными парами, по экспертным оценкам около 100 пар на всю страну. Зимуют дрофы преимущественно в южных степях и пустынях, особенно часто на юге и западе. К сожалению, местными СМИ и специалистами отмечено, что из Казахстана дрофы практически повсеместно исчезли. Редкие популяции сохранились лишь в Карагандинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Общая мировая численность этого вида тоже невысока, порядка 50 тысяч особей, и по-прежнему снижается. IUCN присвоил статус «уязвимый». Она занесена в Красную книгу Казахстана. Во время брачного танца самец дрофы устраивает зрелищное шоу. Он раздувает горловой мешок, широко расправляет крылья и выставляет вперед ярко-белую бороду. Дрофа всеядна. Питается зерном, зелеными частями растений, насекомыми, ящерицами и мелкими грызунами. Но промышленное земледелие стало для нее смертельно опасным. Техника давит гнезда, а пестициды отравляют пищу. В Казахстане установлен штраф в 1,7 миллионов тенге за отстрел дрофы. Но главное спасение для нее – сохранение степей и контроль охоты. Не случайно дрофа часто становится героиней природоохранных акций. Пока же эти величественные птицы лишь изредка бродят по нашим степям, и мы обязаны беречь их как национальное достояние. Над степями нет естественных преград. Здесь легко преодолеть расстояние, но трудно найти безопасное место. Для одних это означает поиск укрытий, для других – контроль над огромной территорией. Острокрылый властелин ветров степной орел. Степной орел – крупная птица семейства ястребиных, известная своей силой и выносливостью. По последней оценке, около 26 тысяч пар степных орлов гнездятся на территории страны. Казахстан для степного орла – один из важнейших центров. По последней оценке, около 26 тысяч пар степных орлов гнездятся на территории страны. Это до 70% мировой популяции. Весной и осенью через Казахстан на юг мигрирует до 90% всех степных орлов мира. Самую большую группировку составляет гнездовье в западном Казахстане – более 17 тысяч пар. Имеются также центральные и восточные группы. IUCN относит степного орла к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. Несмотря на значительную численность, экологическая ситуация для орлов остается сложной. Основные угрозы в Казахстане – потеря степей, распашка целинных земель, гибель птиц на линиях электропередач и сокращение кормовой базы, снижение численности сусликов и зайцев из-за экологических факторов. Каждая пара степного орла нуждается в сотнях гектаров охотничьих угодий. Он охотится на средних грызунов, сусликов, зайцев и даже падаль. Орел включен в Красную книгу РК как редкий вид.
Защитники природы призывают устанавливать безопасные для птиц линии электропередачи и сохранять степные массивы, чтобы этот царь степей продолжал парить над родной землей. Иногда выживание не требует движения. В некоторых условиях лучшая стратегия – остановиться, переждать неблагоприятный период, укрывшись от внешней среды. Пустынный живой камень, среднеазиатская черепаха. Сухопутный рептилий-эндемик степей Средней Азии. В Казахстане ее основное распространение в южной и юго-западной части страны. Эти черепахи обитают в долинах рек и на песчаных равнинах, часто среди степных зарослей и на полях. Статус среднеазиатской черепахи уязвимый по классификации IUCN. Вид включен в Красный список Международного союза охраны природы и в приложении CITES. Торговля ограничена. В Национальную Красную книгу Казахстана вид не занесен. Однако с 2022 года в стране полностью запрещены отлов и продажа среднеазиатских черепах. Популяция стремительно сокращается из-за незаконной добычи. Животных вывозят на продажу, а также из-за утраты места обитаний, осушения водоемов и хозяйственное освоение степей лишают черепах последних укрытий. Эти черепахи примечательны своей непривередливостью, питаются сухими травами, ягодами и почвенными насекомыми. Жизненный цикл протекает в крайне засушливых условиях. В течение 3-5 месяцев весной и летом они активны, а остальное время проводят в спячке. Плоская пластинчатая скорлупа среднеазиатской черепахи, напоминающая камень по цвету и форме, защищает ее от палящего солнца и хищников. Защитники природы сравнивают черепаху с живым камнем пустыни. Эта метафора подчеркивает, что без нее экология степей утратит устойчивость. Среднеазиатская черепаха – редкий гость современного Казахстана, но каждый участок с ее присутствием – признак здоровья природных ландшафтов. Охрана этих животных на уровне законодательства, и ООПТ помогает сохранить множество других обитателей засушливых зон. Однако даже самые сухие ландшафты зависят от воды. Там, где она появляется, меняется все, от растительности до поведения животных. Вода становится центром притяжения жизни. Соленые озера Казахстана на первый взгляд кажутся негостеприимными, но именно они служат временным убежищем для тысячи птиц. Эти водоемы связывают местные экосистемы с удаленными регионами планеты. Розовое облако на горизонте – фламинго. Розовый фламинго – крупная стройная птица с длинными ногами и поразительным оперением. На территории Казахстана она гнездится только на крупных солончаковых озерах, главным образом в пределах Коргальжинского заповедника и на озере Чалкар-Тенгиз в Актюбинской области. Эти изолированные колонии самые северные в мире гнездовые биотопы фламинго. На гнездовании птицы образуют шумные группы на илистых островах, выкапывая из глины конические гнезда. В сумерках взлет сотен птиц выглядит завораживающе. Их розовое оперение на солнце кажется полем вспыхнувших маков. Международный статус фламинго, вызывающий наименьшие опасения. Однако в Казахстане он занесен в список редких и находящихся под угрозой видов. Местная численность оценивается всего в 10-50 тысяч особей, а охрана ограничивается гнездовыми участками. Фламинго – это фильтраторы. Их кормят мелкие рачки и микроводоросли, благодаря которым перья приобретают ярко-розовый оттенок. Человек мешает фламинго лишь косвенно. Добыча артемии, осушение озер ведут к уменьшению кормовой базы. Своим присутствием эти изящные птицы напоминают о живительном разнообразии соленых вод Казахстана.
Каждый сезон их сокращение несет важный сигнал. Экосистема степных озер может поддерживать лишь ограниченное число розовых беглецов. От внутренних озер путь ведет дальше к крупнейшему замкнутому водоему Земли. Здесь природа меняет характер, но сохраняет жесткие условия существования. Даже вода не гарантирует легкой жизни. Каспийское море стало домом для вида, полностью зависящего от его состояния. Его жизнь связана с сезонными изменениями, льдом и температурой воды. Любые изменения среды отражаются на нем напрямую. Белоснежная царица львов – Каспийская нерпа. Это эндемик Каспийского моря, то есть вид, который обитает только в этом водоеме и больше нигде в мире не встречается. Единственный вид тюленя, живущий в смешанных водах. Нерпа проводит всю жизнь в воде, а весной и ранней осенью собирается большими группами на льдах Северного Каспия, в том числе у побережья Казахстана, для размножения и линьки. Впрочем, нерпы способны подниматься и по рекам. Весной они заплывают в устье Волги и Урала на 100-другую километров. Исторически численность каспийского тюленя исчислялась миллионом особей. Но в 20 веке она катастрофически упала. Сегодня IUCN относит каспийскую нерпу к категории «находящейся под угрозой исчезновения». С 2020 года вид занесен в Красную книгу Казахстана как исчезающий. По последним оценкам, во всем Каспии остается порядка 40-70 тысяч взрослых особей. В казахстанских водах обитает лишь часть этой популяции, сконцентрирована в северной и центральной акватории. Основные угрозы для нерпы исходят от загрязнения Каспия и сокращения кормовой базы, изменения экосистемы Северного Каспия, где нерпы собираются на лед, могут привести к новому спаду численности. Нерпа удивительна. Ее маленькие глаза прекрасно видят под водой, а густой светлый мех защищает от холода. Детеныши рождаются с белым мехом и проводят первые недели в теплом зимнем мире Каспийских льдов. Это привлекает туристов и фотографов, но одновременно делает нерпу уязвимой. По дрейфующим льдинам к ней можно легко подобраться близко. Сегодня Каспийская нерпа или Каспийский тюлень – символ хрупкости морской среды. Сохраняя ее, мы сохраняем чистоту рек и благосостояние прибрежных экосистем. За пределами водоемов вновь начинается сухая территория. Здесь выпадают редкие осадки, а температура может меняться резко и неожиданно. Эти условия требуют иных стратегий выживания. В таких ландшафтах важна не скорость, важна способность сохранять ресурсы, переживать жару и холод, нехватку воды и пищи. Выносливость становится главным преимуществом. Корабль пустыни – двугорбый верблюд. Бактриан – легендарное существо азиатских пустынь. Светло-песочного окраса, с двумя горбами, он прочно связан с историей Казахстана. Когда-то племена перевозили караваны зерна и соли на спинах бактрианов. Сегодня в Казахстане дикие популяции двугорбых верблюдов практически исчезли. В стране остались только одомашненные верблюды, которых выращивают кочевники и фермеры. В связи с этим дикий двугорбый верблюд не был включен в Национальную Красную книгу. Зато на соседних хребтах Монголии и Китая дикие хао-тагаи живут в изолированных горах под охраной. Этот вид по классификации IUCN отнесен к категории «находящийся под угрозой исчезновения». Уверенная походка верблюда и его суровый внешний вид создают образ танка пустыни. Эти животные несут тяжести на длинном пути. Их пищей служат сухие травы и ветви кустарников.
Верблюд стойко переносит засуху и резкие перепады температуры. Настоящее живое олицетворение степной выдержки. В Казахстане двугорбых верблюдов можно встретить в степных районах юга, например, в Алматинской и Туркестанской областях, и в пустынях Мангистау. Их научный и хозяйственный статус защищен. Торговля дикими верблюдами строго запрещена, а поголовье домашних животных учитывается статистикой сельского хозяйства. Десять удивительных обитателей Казахстана, о которых мы рассказали, лишь малая часть богатейшей фауны этой страны. От снежных вершин до солончаков пустыни, от степей до шельфов Каспия каждый вид вносит свой уникальный вклад в экосистему. Их охранный статус – сигнал тревоги. Многие находятся на грани исчезновения и нуждаются в нашей защите. Национальные парки, заповедники и международные соглашения помогают им выжить. Но главная надежда на сознательное отношение людей, бережное отношение к природе, борьба с браконьерством и сохранение ареалов обитания позволяют этим видам продолжать жить среди нас. Пусть этот рассказ напомнит, ценность казахстанской дикой природы безмерная, а ее уязвимость требует заботы и действий от каждого.